Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда госпожа Лемон ловит Экрин, когда она слушала Текин, Бестия избивает ее, отводит в хижину, где она остановилась, и запирает ее. Когда Сейхер идет к Егиту и говорит ему, что она станет актрисой, он говорит ей, что она ему не нравится, и они спорят по этому поводу. Керим, с одной стороны, глубоко задумывается о том, что сказал Мустафа Бей, с которым он встречался, а с другой стороны, правильно ли ему доверять Экрину. Когда Экрин Бетса заперта там, она вспоминает тот день, когда Керим приготовил для нее завтрак, и спрашивает: «Где ты, Керим?». Керим же думает, что Экрин солгал ему, и спрашивает: «Почему ты это сделал? Почему ты солгал мне?». Есемин много ходит по магазинам, чтобы стать помощницей Керима. Когда мать спрашивает ее, зачем все это нужно, посмотрим, захочет ли Керим тебя, госпожа Мюйда уходит, когда Есемин резко с ней разговаривает. Текин звонит господину Фаруку и сообщает ему, что подслушивал разговор Экрина, и говорит, что не знает, слышал он его или нет. Затем, когда Текин говорит Гану Фаруку, что Экрин слишком много была рядом с ним и Керим не высылал ее из дома, господин Фарук приказывает ему пойти и проверить свой род, чтобы узнать, слышал ли он что-нибудь, и больше ничего не делать со своим собственной. Когда госпожа Мехпари думает, что Сейхер расстроена и собирается бросить актерское мастерство, она идет и разговаривает с Егитом. Она с детства хотела быть актрисой, у нее все равно нет таланта, они посмотрят несколько раз и скажут: это не работает, и она отсылает ее. Она разговаривает с Сейхером, чтобы доставить ему удовольствие. Каан очень задумчив из-за своего долга. Когда он даже не замечает прихода бабушки, его мать спрашивает, что случилось, ты думаешь об Экрине? Каан отвечает: нет, это не заставляет меня думать, это просто заставляет меня смеяться. Текин забирает у Бесте ключ от флигеля. Когда приходит Керим и говорит, что не хочет, чтобы вы снова ссорились, он говорит, что госпожа Лемон этого хотела бы, наконец-то кто-то задумался о семейных отношениях. Экрин Керим говорит и плачет, говоря, что в конце концов он меня поймет. Пока она плачет и обнимает рукопись матери, к ней приходит Текин. Когда Экрин спрашивает, что ты здесь делаешь, Текин спрашивает: ты не думаешь, что нам пора не разговаривать? Когда Экрин спрашивает, о чем речь, она отвечает, что речь идет о том, что вы слышали. Как только Керим приезжает в особняк, Бесте говорит вещи, которые его злят, и они спорят. Его мать, госпожа Ламен, говорит, что хватит, поскольку ваш отец умер, ни дня не проходит без обсуждения, вы братья. Бесте говорит, что девушку, которую вы впустили в наш дом, поймали подслушивающей нашу комнату. Его мать, госпожа Лемон, говорит правду, говорит Бесте: я его поймал. Тем временем Текин нажимает на Экрина и спрашивает: скажи мне, что ты там делал. Когда Экрин говорит: я просто пришел спросить разрешения, Текин отвечает: да, но ты, возможно, услышал что-то ненамеренно. Затем он спрашивает Экрина: что ты здесь делаешь, почему ты пришел в этот особняк, чтобы отомстить за смерть отца или обвинить кого-то другого в совершенном им убийстве. Пока Экрин не знает, что сказать, приходит Керим и спрашивает, что здесь происходит. Когда Текин говорит, что я делаю то, что никто другой не делает, Керим отправляет его и говорит, что можешь идти, я поговорю. Экрин, ты пришел как раз вовремя. Я заметил, что ты тайно с кем-то разговариваешь. Я пытался понять, с кем ты разговариваешь, я терпел и молчал, но мне показалось, что твоя сестра сошла с ума. Она выглядела так, будто собиралась меня убить. Никто не мог ее остановить. Керим не отвечал. С тобой все в порядке? Керим говорит: потому что я тебе не верю. Экрин злится, спрашивая, что это значит. Керим говорит: я не верю тому, что ты говоришь, что делаешь, каковы твои намерения, ты лжец. В то время как мать Каана, Зеки Бей, лежала в могиле и говорила, что не могла поверить в его смерть, оглядывалась назад во времени и жалела его, говоря: мы с тобой, наши сыны, приходит госпожа Лемон и говорит: убери руку оттуда, что ты здесь делаешь. В то время как женщина говорит, что я понимаю, что вам больно, госпожа Лемон отмахивается от нее, говоря: мне не нужно ваше утешение, я не хочу видеть вас здесь снова, а теперь уходите отсюда. Когда Экрин говорит: я пришел сюда из-за твоего слова, Керим спрашивает: почему ты пришел?
Потому что я поверил твоему слову, я поверил, что ты работаешь над раскрытием истины, хотя ты назвал моего отца убийцей. Экрин говорит, что всего 2 дня назад ты доверял Кериму. Что случилось, что ты не доверяешь? Когда вы снова спрашиваете, вы уверены, что ваш отец не знает господина Мустафу, Экрин отвечает, что нет. Он говорит, что твой отец имеет с ними связь, поэтому они тебя похитили. Керим, я узнал о твоем намерении, я услышал это из твоих уст. Ты сказал, что пришел в этот особняк, чтобы отомстить сестрам одному за другим, это ложь. Пока Каан кричит, что он как можно скорее выплатит свой долг, приходит его мать и слышит его. Хотя Каан это отрицает, он не верит и говорит, у меня есть немного золота. Обналичьте их, и тогда вы сможете заняться своим собственным бизнесом. Но Каан определенно не хочет прикасаться к золоту. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.